Всем привет! Меня зовут Мира. В этом году я поступила на первый курс канадского университета и столкнулась с рядом проблем, такие как нехватка времени, бесконечные конспекты, сложность сосредоточиться и вообще усидеть за учебой больше часа. Думаю, многие студенты меня поймут. За эти пару месяцев я уже выработала несколько способов справляться с такой нагрузкой и хочу поделиться с вами. Расскажу несколько заметок последних месяцев, которые повлияли на мою учебу и продуктивность в целом. Перед началом этого видео важно, чтобы вы понимали, что я не какая-то достигаторша, не круглая отличница и не такая productive girl. И не пытаюсь строить какую-то идеальную рутину, где все по расписанию, все по пунктикам, четко и красиво. Нет, в моей жизни обычно мало структуры. Я предпочитаю исходить из каких-то внутренних ощущений, наверное, и всегда жила без четкого планирования. Но учеба в университете потребовала больше усилий, и я просто поняла, что мне нужно что-то изменить в своей рутине, чтобы было легче и спокойнее жить. Не хочу создавать впечатление, что у меня все всегда абсолютно получается, но просто захотелось поделиться какими-то простыми советами для более приятной учебы. Можно сказать, от креативной девчонки, которой очень тяжело сосредоточиться на таких монотонных вещах, как написание конспектов и решение задач. Я, конечно, только нахожусь на 3-м месяце первого курса, но мне уже пришлось сделать какие-то изменения в своей обычной жизни, и я стала действительно более продуктивной, просто стала лучше запоминать материал и меньше тратить на это времени. Так что я надеюсь, что вам понравится это видео и будет хотя бы немножечко полезным. Итак, я учусь на первом вводном курсе университета. В следующем году планирую поступать на психологию в науке. В моем канадском университете психология подразделяется, грубо говоря, на гуманитарную и научную. В этом семестре я беру 4 предмета: математика, подготовка к матанализу, основы биологии, подготовка или вводная психология и статистика. Первое, что помогает мне не отвлекаться и сосредоточиться, это заниматься вне дома. Мне нравится находить новые уютные кофейни или места для учебы в самом университете. У нас есть несколько библиотек и зон отдыха, где собирается большое количество студентов. Наличие людей вокруг, которые тоже заняты решением заданий, чтением книг, очень помогает и поднимает мотивацию. К тому же вне дома как будто бы меньше раздражительных факторов. Я очень-очень много отвлекаюсь на все что угодно, находясь в своей комнате, поэтому мне действительно нужно прилагать усилия, чтобы оставаться включенной в работу какое-то продолжительное время. И мне это дается намного проще, если я сижу в кофейне или в библиотеке. А еще я заметила, что проще продолжать заниматься учебой, когда я еду домой сразу после окончания лекции, запал как будто бы уже остывает, и снова вернуться к учебе очень-очень сложно. А вот сесть заниматься сразу после лекции намного проще. Мозг уже включен и готов работать. Для меня также лучше работает монотаскинг, а именно делать одно дело, не совмещая ни с чем другим. Вообще нам в начале года в университете рассказывали, что на самом деле человеческий мозг очень плохо работает в мультитаскинге, и мы просто обманываем себя, что можем делать сразу несколько дел одновременно. Мы не делаем несколько дел в одно время, мы просто очень быстро переключаемся с одного на другое. И зачастую это очень плохо влияет на усвоение материала и вообще умение держать фокус на основной задаче. Второй пункт — это четкое разделение времени на работу и отдых. Когда я училась в школе, я особо не разделяла свое время на выходные и рабочие дни. По чуть-чуть занималась и учебой, и хобби, и в будни, и на выходных. Но сейчас я решила попробовать заниматься учебой только с понедельника по пятницу, а на выходных уделять время себе. Конечно, это не значит, что я только-только учусь весь день в будни. Иногда, если день был очень загружен тестами, я отдыхаю после университета. Но все равно я заметила, что учеба и отдых стали более продуктивными. Таким образом, дом у меня стал больше ассоциироваться с приятной рутиной, моими хобби и отдыхом, нежели с попытками сосредоточиться на учебных задачах, постоянно отвлекаясь.
Это вроде бы так очевидно. У нас есть рабочие дни и выходные дни, но я думаю, что многие люди, как я, все равно понемножку делают работу, учебу, выходные, когда нужно отдыхать. Но иногда, если у меня все же близко какие-то большие тесты или просто большие объемы того, что нужно выучить, я делаю субботу тоже учебной и стараюсь сделать рабочее место наиболее уютным и не отвлекающим. Пространство очень влияет на наш мозг и способность сосредоточиться. Я думаю, что вы это от многих уже слышали. Чтобы продуктивно заниматься, нужно обустроить свое рабочее место. Я делаю небольшую уборку в комнате, ставлю солевую лампу со свечой, делаю любимый чай, проветриваю комнату, чтобы было больше свежего воздуха. И в целом учеба уже не кажется такой невыносимой. Также, чтобы не забыть, какие у меня есть дедлайны, что мне нужно сделать на неделе, я все-таки стала планировать немножко свою неделю, писать списки, очень много списков, если честно. В начале учебного года я создала новый Google календарь, куда добавила все свои предстоящие тесты, работы, экзамены, по крайней мере, то, что было известно на момент начала учебного года. И теперь постепенно добавляю еще какие-то работы, если они возникают. Это очень удобно. Самый обычный, простой календарь, но все очень наглядно, и я всегда могу быстренько зайти и посмотреть, какие у меня тесты на следующей неделе. Если у меня нет каких-то четких дедлайнов на рабочую неделю, я стараюсь в воскресенье распределить на каждый учебный день, над чем я буду работать в конкретный день. Еще я думаю, что очень важно вести список уже сделанных дел, чтобы видеть свой прогресс. Теперь про ведение конспектов. Сейчас я очень много стала в университете видеть, как студенты печатают лекцию на ноутбуке. Мне кажется, это намного менее эффективно, чем записывать вручную. Во-первых, у меня, наверное, нет такого быстрого навыка печатать на клавиатуре на английском. Но еще, когда мы пишем от руки, задействуется больше областей мозга. Сейчас будет немножко научной информации, которую я узнала в университете. Моторная кора и мозжечок планируют и координируют движение руки. Зрительная кора обрабатывает зрительную информацию, в том числе выстраивают связи между разной формой написанных букв, что, конечно, отсутствует в печати на клавиатуре. И в совокупности написание конспектов от руки стимулирует больше отделов мозга, а значит формируются более сложные нейронные связи, и мы запоминаем материал лучше. Кстати, это то, что я проходила на психологии. Это вводный курс, но мы уже затрагивали разные отделы мозга и их функции. Мне это очень нравится. Я просто обожаю биологию на самом деле. Университет сейчас мне дает совершенно другое понимание, как работают все процессы. В старшей школе я не совсем любила биологию и вообще что-либо научное. Но сейчас я поняла, что это очень-очень сильно зависит от того, как материал преподносится. Но для меня было немножко фрустрирующе в начале года записывать конспекты на самом уроке. Профессор говорит очень-очень быстро, материала очень много. Но сейчас я делаю так. На самом уроке чаще всего я записываю в обычную тетрадь от руки какие-то самые важные пункты, которые говорит учитель и которых, возможно, нету на слайдах. А также самое важное, я записываю все вопросы, которые у меня возникают по ходу лекции. Кто-то из профессоров тоже нам сказал, что это самая важная часть написания конспектов. Если у вас возникает какой-то вопрос по ходу лекции, это очень хорошо. Значит, ваш мозг включен в процесс, обрабатывает информацию и возникают какие-то вопросы. И вы должны обязательно это записать, а потом уже после лекции, если профессор сам еще не ответил на этот вопрос, найти ответ. И по моему собственному опыту это действительно сильно помогает в дальнейшем на тестах. Видимо, именно ту информацию, которую я не понимала, и у меня было много вопросов по ней, я стараюсь более тщательно изучить, и запоминается намного лучше. И
И уже после окончания лекции я возвращаюсь к этому уроку, делаю более полный и структурированный конспект, отвечаю как раз на все свои вопросы. И чаще всего я делаю дополнительный ресерч для каждой темы, просто чтобы глубже понять, найти объяснение, может быть, какими-то другими словами, с какой-то другой точки зрения. Мне, правда, это помогает понять нужный материал лучше, если я увижу, так сказать, полную картину. Потому что, например, на моем вводном курсе биологии у нас какой-то определенный объем информации, который нам выдают. То есть мы не учим полностью все шаги фотосинтеза, например. Но чтобы лучше понять и выстроить какие-то связи между процессами, я просто в интернете, в статьях ищу больше объяснений. Иногда также помогает, помимо такого четкого филигранного описания какого-нибудь термина, просто попытаться объяснить его своими словами, как-то вообще ненаучно, криво, может быть, вообще с какими-то ошибками. Но я просто стараюсь наиболее подробно описать все свои ассоциации, как я понимаю тот или иной процесс, просто своими словами, не подгадывая в учебник, так сказать. И это помогает, может быть, заполнить какие-то пробелы. И также, мне кажется, очень эффективный метод запоминания информации, особенно в таких больших объемах, как в биологии и медицине, это рассказать кому-то, научить кого-то. Я сейчас рассказывала про биологию, психологию и так прям вдохновилась, потому что мне действительно нравятся эти предметы. Безусловно, влияет на учебу тот факт, делаете ли вы это для себя, выбрали ли вы сами это направление, вызывает ли у вас искренний интерес ваша учеба. Но и все равно, даже при большом желании изучать предмет без навыка правильно учиться и правильно отдыхать, учеба будет даваться тяжело. Нам очень много в университете говорят, что в школе вы учились неправильно. Если вы думаете, что вы знаете, как заниматься, как хорошо запоминать информацию, то вы ошибаетесь. Но почему-то никогда не объясняют четко, а как же все-таки правильно учиться. Видимо, нужно просто набираться своего опыта, что для вас работает, что нет. Я все еще нахожусь в этом процессе, ищу какие-то для себя рабочие техники. И я думаю, что самый эффективный способ положить ваши знания в долговременную память — это повторение. И как нам тоже сказал еще один профессор, когда мы пересматриваем фильмы, мы всегда замечаем больше каких-то новых деталей. И также и с учебой. Повторяя один и тот же материал, мы всегда зацепимся за что-то новое. И это действительно работает так. Просто нужно повторять, возможно, одно и то же, но на самом деле ваш мозг будет зацепляться за какую-то новую информацию, и все это откладывается и запоминается очень хорошо. Вот такое получилось видео. Возможно, вы эти советы уже слышали, они кажутся вам банальными. Я тоже так всегда думаю, когда вижу эти бесконечные рилсы про то, как же все-таки продуктивно учиться. Но в начале этого года я в первый раз, наверное, начала применять все эти советы и на собственном опыте убедилась, что все это действительно влияет. Конечно, это не какая-то волшебная таблетка и мгновенное решение для всего. Но я правда думаю, что в совокупности с трудом и желанием получить какой-то хороший результат, тратя при этом разумное количество сил и времени, эти небольшие советы, которые я дала, могут облегчить учебу и просто помочь чувствовать себя лучше. И напоследок хочу сказать, не будьте слишком строги к себе. Я и сама совершенно забываю об этом. Мне кажется, что я недостаточно продуктивная и успешная, что я уже в свои 18 лет ничего не успеваю, ничего не добилась. Но, конечно, это не так. Нужно относиться к себе с любовью и теплотой. Не забывайте про это, напоминайте себе, что да, это тяжелое время. Первый курс просто невероятная нагрузка, смена вообще образа жизни. Но в то же время как раз в этом возрасте мозг наиболее пластичен, и его возможности просто безграничны. Поэтому старайтесь по максимуму использовать это время для получения каких-то новых знаний
И желательно, чтобы вам это было в удовольствие. Я знаю, что, возможно, это звучит очень странно, и вообще это невозможно как-то принять, потому что учеба просто убивает. Но я думаю, в конечном итоге все-таки это хорошо скажется на вашем будущем, если вы сейчас будете заниматься, получать новые знания. Все, на этом у меня все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и увидимся в следующем влоге. Пока-пока.